Сегодня мы попробуем с тобой нарисовать вот такой вот нежный цветок. Тебе понадобится для урока только лист бумаги и простая ручка. Ну а я объясню тебе, как строить такие интересные формы из простых геометрических форм, а также как управлять штриховкой. Итак, первое, с чего мы начнем, это из простых форм наметим наш цветочек. Для начала намечаю часть, которая будет отвечать за лепестки. Вот такой вот эллипс, немножко под наклоном. Сразу вот здесь намечу небольшую вот такую бубочку, которая будет нам отвечать за бутон, из которого цветок появился. И вот такой вот легкой волнистой линией сделаем ему красивую, хотел сказать веревочку, красивую веточку, палочку. Вот так. Сразу же сюда добавлю вот так, хоп, раз, и хоп, два, место на листике. У нас тут пойдут листики. Здесь я специально оставила чуть больше места, чем слева, потому что сюда хочу добавить красивую надпись, что-нибудь про цветочки. И картинка наша получится максимально законченной, будет готовая открытка. Все, возвращаемся к цветочку. Смотрю, у нас сейчас по композиции все хорошо. Сверху осталось место, слева, справа, снизу чуть-чуть осталось. И теперь нам нужно прорисовать сам цветочек. Если мы хотим сделать наш цветок красивым и объемным, нам нельзя сейчас будет рисовать вот так. Типа есть сердцевинка, и вокруг нее во все стороны расходятся одинаковые лепесточки. Так все-таки рисуют дети чаще всего. Мы с вами будем рисовать вот так. У нас есть вот этот эллипс, и сердцевиночку мы поместим вот сюда. То есть она у нас будет немножечко съезжать вот к этому краешку. За счет этого лепестки вот здесь у нас получатся побольше, а вот здесь получится немножечко поменьше. И у нас сразу появится ракурс. Будет ощущение, что цветочек смотрит немножко вбок. Поэтому давай рисовать. Относительно вот этой нашей веревочки, где-то вот здесь у нас будет располагаться сердцевинка. Вот, я ее намечаю. Бугорочек такой, половинка кружочка. Здесь много места, здесь поменьше. И теперь поделю на лепестки. Грубо говоря, раз трапеция, два трапеция, три трапеция. Все, супер. Вот это три лепестка, которые у нас уходят туда, куда-то наверх. А здесь мы расположим лепесточек. Сейчас я его вот так вот намечу. Который у нас как бы будет здесь, на передний план на наш выгибаться. Замечательно, вот такой лепесток. Здесь у нас пойдет небольшая вот эта вот почечка, из которой цветочек появился, и плавный переход на веточку. Теперь чуть ажурнее прорисую наши лепестки, чтобы они смотрелись интереснее. Здесь самое главное вот этот вот бортик сделать более таким живым. Сразу, да, несколько бугорков. И какой-нибудь, например, вот этот лепесток у нас выходит вперед. То есть лепестки не стык в стык соединяются, а вот этот лепесток немножечко нам перекрывает вот тот. Этот спрятался, отлично. Здесь тоже можно вот так прогнуть. Здесь прячется, здесь чуть-чуть поменьше. Вот, отлично, мне кажется, смотрится уже хорошо. И здесь я проверяю, все ли мне нравится вот по этому лепесточку. Здесь он по форме хорошо идет. Тут вот можно немножечко его загнуть. Так. И вот сюда. Здесь можно даже немножечко вот такую вот форму добавить, чтобы был эффект, как будто бы лепесточек прогибается слегка. Так, сейчас чуть-чуть больше его прогну к нам сюда. А ты вот сюда спрячь. Главное, чтобы тоже не было линия в линию. Обычно это смотрится не здорово в рисунках, поэтому лучше вот так и вот так. Да, так будет намного круче смотреться. Так, тоже не надо вот эту верхнюю границу делать, верхнюю границу лепестка делать вот так. Раз, два, три. Эти волны не должны быть супер одинаковыми. Лучше пусть будет небольшая, побольше и маленькая. И вот так лепесток будет смотреться намного лучше, чем вот так. Угу. Так не делаем, так делаем. Поэтому вот здесь я чуть-чуть добавляю еще больше объема. Смотрю, чтобы мне этот лепесток нравился. И перехожу уже к графике. Так, здесь еще раз смотрю. Вот так вот лепесток. Этот спрятался. Этот, ну тоже здесь прогну скорее вот так. Вот, и тогда лепесточки будут смотреться более естественно. Здесь у нас сердцевинка цветка. Здесь, как я уже сказала, можно сделать вот такой небольшой подворотик лепесточка. Тут вот так.
И здесь совсем маленькая, совсем, она практически будет не видна под лепестком, под этим широким. Бубочка и вот переход на веточку. Сразу можем наметить пару листиков. Раз. Даже чуть-чуть подальше отведу. Сейчас. Раз. Два. И вот здесь. Три. По листикам тоже интересный момент. Они по форме должны быть остренькие в начале и остренькие в конце. Так они смотрятся легче и визуально как-то приятнее. Если они будут очень там округлые или сильно длинные, будут привлекать много внимания. А у нас все-таки главный это цветочек. Поэтому я вот тут вот буквально чуть-чуть намечаю. Чуть-чуть повыше. Вот так. И веточка у нас, естественно, сюда заходит. Так, так. И вот так. Здесь чуть-чуть потолще. Вот, все. Я тут оставила место побольше, как я уже говорила, для надписи, но ее сделаю уже после того, как нарисую цветочек. Итак, теперь я беру линер. У нас уже, по сути, весь цветок готов. Мы его потренировались порисовать в карандаше. И, кстати, не бойся тренироваться, использовать черновики, ошибаться. Помни, это абсолютно нормально. И прежде чем рисовать в линере, можно действительно в карандаше прям отработать каждую деталь, каждый элемент, чтобы было не страшно, потому что ластиком можно все это дело стереть. И теперь начинаю прорисовывать наш цветочек. Начну вот с этой сердцевинки и намечаю ее вот такими петелечками-бубочками. Просто вот так, чтобы она у нас была объемной. То есть контур ее я не обвожу. Я сразу это делаю бубочками вот такими. Бубочки и точки. Целиком можно даже и не заполнять, но вот основная часть сердцевинки выглядит вот так. Почему? Потому что если у нас появится контур четкий, а только потом мы прорисуем цветочек, это будет смотреться, ой, не цветочек, а бубочки, это будет смотреться немножко странно. Поэтому вот так. Где-то можно даже еще больше добавить каких-то волн. Это будет смотреться хорошо. И теперь смело обвожу наш цветок, наши лепесточки. Так. Вот так. Прекрасно. Здесь, как я уже говорила, будет совсем маленькая часть про основание цветка и тоненькая веточка. Листики тоже обвожу. Раз, два, раз, два. Вот так. И здесь то же самое. Вот. Супер. Более чем достаточно. Наш цветок уже появился, он объемный, красивый. Я сейчас уберу грифель и покажу тебе, как сделать его более фактурным. Итак, начинаю делать наш цветочек более объемным и фактурным. Сначала вот сюда, в сердцевинку, немножко больше добавлю петелек, а между петельками даже так слегка поштрихую, вот почерню. Смотри, вот просто там заполняю пространство такими точечками более темненько, чтобы сердцевинка была более объемная. Вот так, немножечко точечек туда добавила. Все, уже классная объемная сердцевинка. И теперь займусь лепестками. Что здесь важно? Нам важно передать легкими вот такими движениями прогиб вот этих наших лепесточков. Совсем чуть-чуть подштриховать, чтобы создать эффект, что вот цветочек, вот лепесточек у нас именно оттуда прогнулся. Полосочки эти не должны быть все одной длины. Они могут быть одна чуть подлиннее, другая чуть покороче. Одна откуда-то оттуда, изнутри выходит, другая вот здесь, снаружи. Границы самих лепестков можно чуточку потемнее. Так. Вот туда немножко. Вот так. То есть у меня эти штришки, они такие не ровные, не идеально вот такие пум-пум-пум, да, как-то вот так вот я их не делаю. Я их обязательно стараюсь прогибать по форме лепестка. Где он на нас заворачивается, туда я и прогибаю. Так, здесь делаю то же самое, буквально парочку.
Где-то подлиннее, где-то покороче. Снизу тоже добавляю. Вот так. Чуточку поактивнее именно делаю прожилки, которые разделяют нам сами лепестки. Вот так. И вот цветочек уже такой более контрастный, более красивый. Здесь можно чуть-чуть тоже подштриховать вот так, с одинаковым ритмом, чтобы дать понять, что у нас цветочек немножко завернулся. И здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5. Чуточку потемнее вот эта линия. Можно пару штришков сюда добавить. Веточку, чтобы было понятно. Прям под цветочком чуть больше штрихую. Вот так. Чтобы было ощущение внутренней темной части. Мне хочется здесь еще вот пару штришков вот таких сделать, чтобы дать понять вот этот подворот. Ну и все, теперь переходим на веточки, на листики. И в них добавляем вот так. Не довожу до конца, да, то есть делаю такой легкий намек на прожилку. Тут уже особо ничего не штрихую, просто парочку таких деталей. Тут можно чуть потолще, тут чуть потолще. И в целом наш цветочек в графике готов. Ну и чтобы дополнить композицию, я сделаю здесь красивую надпись Flowers. Я сразу намечаю себе движение, вот примерно так у меня будет двигаться надпись, она будет неровная. И начинаю намечать буквы О, W, R и S такая побольше. Вот, приблизительно вот так. Сразу как-то веселее стало. Все, никаких тут супер сложных шрифтов я не выбираю. Просто делаю парочку вензелей, чтобы буквочки такие к цветочку подходили больше. Так. Немножко соединяю буковки между собой, чтобы была такая какая-то красивая композиция. Вот так. Ну, S можно такую прям огромную не делать. Вот так. Теперь беру линер и смело обвожу надпись. Ничего не боюсь. Получаю удовольствие, даже если не идеально попадаю в свои же контуры. И, конечно же, добавлю надписи немножечко объема. Сегодня у нас с тобой получился очень нежный цветочек, прям настоящая мини-открытка. На самом деле любой скетч состоит на 50% из графики, поэтому если ты будешь чаще практиковаться рисовать одним только линером, у тебя точно будут отличные результаты.